Добрый день, друзья! Я очень-очень люблю делать подарки. И, наверное, дарить подарки для меня важнее, чем получать. Хотя это тоже приятно, не буду лукавить. И сегодня я поделюсь с вами идеей вкусного подарка на любой праздник. Такую коробочку приятно получить каждому человеку. Все печенье готовится из одного вида теста. Давайте его и сделаем. Для этого сливочное масло комнатной температуры взбиваем миксером до пышности. По времени это занимает 2-3 минуты. Масло необходимо достать заранее из холодильника, приблизительно за 2 часа. Затем к нему всыпаем сахарную пудру и взбиваем еще 2 минуты. Чтобы масло и сахарная пудра однороднее перемешались, во время взбивания счищаем их лопаткой со стенок миски. И затем продолжаем работу миксером еще около 2 минут. Нам нужно, чтобы сахарная пудра полностью растворилась. Далее в масло добавляем 2 желтка, всыпаем пол чайной ложки соли и снова хорошо все перемешиваем. Масса получается очень воздушная и хорошо взбитая. Теперь в 3 этапа добавляем просеянную муку и вмешиваем ее силиконовой лопаткой. Когда всыпали последнюю муку, продолжаем работать руками. Вымешиваем тесто до того момента, пока оно не соберется в единый шар. Тесто получается очень нежное и мягкое. Так как печенье у нас будет разных цветов, делим его на 4 части. Не обязательно делать это точно до грамма. Просто какого-то печенья у вас будет чуть больше, а другого чуть меньше. Итак, на силиконовый коврик кладем первую часть теста. Приплющиваем и добавляем к нему 12 грамм какао. Так как оно имеет свойство комковаться, обязательно какао просеиваем. И теперь очень хорошо вмешиваем его в тесто. Муку больше не подсыпаем, тесто не прилипает ни к столу, ни к рукам. Работать с ним очень удобно, оно идеально лепится и по структуре напоминает мягкий пластилин. Вот такое однородное шоколадное тесто получается в итоге. К тому же оно еще и очень ароматное. Кладем его в пакет и отправляем охлаждаться в холодильник приблизительно на час. Переходим к следующему цвету. Это красный. Во всех видах выпечки я использую жидкие гелевые красители. Мне с ними намного удобнее работать, чем с сухими. На тесто капаем несколько капель красителя и добавляем через сито чайную ложку какао. Таким образом печенье получится с шоколадным послевкусием. Тоже заворачиваем в пакет и отправляем в холодильник на час. Со следующим кусочком теста мы ничего не делаем, оно у нас остается белого цвета. Кладем его в пакет и также в холодильник на 1 час. Последний кусочек теста у нас будет зеленого цвета. Капаем несколько капель и хорошо вымешиваем. Не забываем добавить чайную ложку какао. Печенье можно сделать абсолютно любых цветов. Зеленое тесто также кладем в пакет и отправляем в холодильник. Прошел час. Тесто хорошо охладилось и с ним теперь будет удобно работать. На стол кладем лист бумаги для выпечки, на него тесто. Слегка приплющиваем и сверху кладем еще 1 лист бумаги. Раскатываем тесто толщиной 2-3 мм. Таким образом поверхность теста получается гладкой, оно не прилипает к скалке, а это значит, что печенье у нас получится ровным и красивым. Еще хочу обратить внимание на очень важный момент.
Когда добавляете краситель в тесто, не вливайте его сразу много. Учитывайте, что готовое изделие после выпечки будет на 1-2 тона ярче. Поэтому не старайтесь добиться сразу при вымешивании максимальной яркости теста. Ну и теперь вырезаем из теста с помощью различных вырубок фигурки. У меня это будут большие звезды, круглые печеньки с маленькими звездочками внутри. Аккуратно с помощью ножа убираем лишнее тесто. Обрезки собираем в шар, раскатываем и делаем следующую партию печенья. Заготовки мы не перекладываем, а сразу же на этой бумаге переносим их на противень. То же самое делаем и с остальными видами теста. Стараемся использовать разного вида формы, чтобы печенье было красивым и не похожим друг на друга. Согласитесь, что получается очень здорово. А в готовом виде, когда мы их украсим, печенье будет еще симпатичнее. Мы в прошлом году делали с вами линцерское печенье. По форме оно похоже на сегодняшнее, с окошками внутри, но в отличие от обычного печенья, в тесто добавляются молотые орехи. В общем, если подзабыли рецепт или случайно его пропустили, рекомендую посмотреть. А ссылку, как всегда, вы найдете в описании под видео. Из красного теста печенье получается очень яркое и эффектное. Перекладываем его на противень и переходим к последнему тесту, зеленому. Также вырезаем из него фигурки и перекладываем на противень. Все печенье вырезано. Отправляем его выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем ровно 11 минут. Я вам показала сразу все виды форм печенья, а вообще, пока выпекалось одно, я успевала раскатать и вырезать другое. В итоге у нас получилась вот такая красота. Печенья получается достаточно много, и теперь нам остается его лишь украсить. Для этого измельчаем орешки и подготавливаем остальные ингредиенты. Растапливаем 3 вида шоколада, берем несколько видов орешков, кокосовую стружку и джем. Джем должен быть густой. У меня сегодня клубничный. Шоколад переливаем в кондитерские мешки и отрезаем у них носик. Режем очень мало, чтобы шоколад тек тоненькой струйкой. И теперь украшаем печенье так, как нравится вам, насколько хватит фантазии. Я делаю вот такие произвольные линии. На одних печенюшках один вид шоколада, на других 2. Также можно нанести шоколад на центр печенья в виде большой капли и присыпать его измельченными орешками. А можно просто приклеить к шоколаду один большой фундук или, допустим, грецкий орех. А следующее печенье у меня будет с молочным шоколадом. Я его решила облить по кругу шоколадом и тоже присыпать орешками. А на такое же круглое, но уже шоколадное печенье я наношу белый шоколад и присыпаю его уже кокосовой стружкой.
Посмотрите, как получается красиво. Далее берем следующую партию печенья. Здесь с украшением все намного проще. Наливаем шоколад или джем в виде большой капли на центр одного печенья, а сверху накрываем второй заготовкой, но уже с изящным окошком. От такого вкусного и красивого подарка точно никто не откажется. Печенью даем высохнуть при комнатной температуре в течение нескольких часов, а затем перекладываем его в подарочные коробки. У меня будет вот такая круглая железная коробка. Я ее покупала в IKEA. Кстати, кто не видел обзор моих новогодних покупок, ссылка будет внизу под видео. По диаметру у банки вырезаем бумагу и кладем ее на дно. Далее в любом порядке выкладываем печенюшки. Мы все с детства любим праздники, и поделиться частичкой тепла и уюта с близкими в праздничные дни можно вот таким оригинальным и в то же время вкусным подарком. Также это печенье можно приготовить и просто для семейного чаепития. И поверьте мне, через час от него не останется и следа, лишь легкий аромат домашней выпечки будет витать в воздухе. Волшебство! Пробуйте приготовить сами. Я надеюсь, вам понравилось мое видео. Я старалась передать вам через экран праздничное настроение и смотивировать вас. Готовьте и радуйте близких. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».